В моем прогнозе на март, который выходил буквально неделю назад, я заранее вас предупредил, что как минимум в ближайший месяц движение биткоина, да и в целом всех мировых активов, будет зависеть только от развития событий на Ближнем Востоке, потому что выстроилась простая цепочка, а именно эскалация войны в Иране, рост цен на нефть, угроза развития инфляции и как результат продажи рискованных активов в виде акций, крипты. Но в это же время начала формироваться уже новая цепочка развития событий, которая основана на быстрой победе Трампа. В этом сценарии США ставят жирную точку на Ближнем Востоке, цены на нефть падают, Трамп объявляет победу и рынки на этом фоне летят вверх. Кстати, именно такой вариант завершения всей этой истории ожидают многие эксперты, особенно после того, как Трамп лично заявил, что война совсем скоро закончится. Спасибо. Про Иран вы сказали, это экскурсия. Вы сказали, что это скоро закончится. Вы думаете, что на этой неделе все закончится? Нет, но скоро. Дни? Скоро. Хорошо. И что касается... Очень скоро. Смотрите. Все, что у них было, Все, что у них было, исчезло, включая их руководство. на самом деле у них У них было 2 уровня руководства, и, как оказалось, даже больше, но 2 уровня руководства исчезли. Большинство людей даже не слышали о тех лидерах, о которых сейчас говорят. Так что это, очевидно, было очень-очень мощно, очень эффективно. Реакция рынка на такие заявления в очередной раз подтвердила, что именно Иран выступает главным драйвером движения, в том числе и для биткоина, который совершил еще одну попытку пробоя уровня 70 тысяч. Но если война движется к завершению, зачем тогда G7 собирает экстренный совет, чтобы вскрыть резерв на 400 миллионов баррелей нефти? И вообще, как Трамп может говорить о победе, если ни один американский солдат еще не ступил на землю Ирана? То есть наземной операции еще не было, и у власти до сих пор сидят последователи режима Аятоллы. Бывший советник Трампа вообще говорит, что его заявление о скором завершении войны это просто манипуляция, дабы успокоить рынки. И конечно же это вызывает один главный вопрос. А как именно все закончится? Быстрый финал и памп биткоина? Или же Трамп без рискованной наземной операции застрянет на Ближнем Востоке и продолжение роста нефти полностью уничтожит его политику дешевых цен, развития мелкого бизнеса и поддержки экономики США, что он так упорно всем обещал. Ведь чем дольше идет война, тем сильнее это бьет по бюджету Америки, потому что каждый день стоит Вашингтону почти 1 миллиард долларов. И поскольку именно от этой войны будет зависеть цена биткоина на месяц, а то и на 2 вперед, сегодня я разберу самый вероятный сценарий завершения этого конфликта, отталкиваясь от тех данных, которые у нас есть на сегодняшний день. Мы разберем все последние новости, поговорим о нефти, которая также играет важную роль в этой истории, разберем, с какими главными рисками может столкнуться Трамп в преддверии парламентских выборов в ноябре, и поскольку у меня канал про криптовалюту, я покажу, как последние события будут влиять на биткоин. Сегодня будет не только фундаментальный анализ, но и технический, за счет чего вы узнаете, стоит ли покупать биткоин сейчас, а также какие уровни использовать как потенциальные точки входа для краткосрочных сделок. Поэтому видео будет полезно и холдерам, и трейдерам, которые торгуют каждый день. Так что перед просмотром обязательно поддержите его лайком. В это непростое время ваша поддержка важна для меня как никогда. Подписывайтесь на канал, мы уже скоро пробьем 100 тысяч подписчиков. А также в комментариях можете написать, как вы думаете, война в Иране закончится быстро и нас будет ждать разворот рынков, или же вся эта история затянется надолго. Напоминаю, что за комментарий можно получить $10, как это зритель из прошлого ролика. Поэтому, друзья, всем приятного просмотра. С вами Влад, вы на канале Coin22. Мы начинаем. Итак, друзья, на повестке дня у нас снова Иран, новости вокруг которого продолжают ежедневно колбасить рынки. И поскольку новостей много и выходят они очень часто, я физически не могу делать их разбор на ютубе в день публикации. Но для этого есть мой телеграм, который позволяет вам следить за всем в онлайне и ничего не пропускать. Но пока одни просто читают новости, мои подписчики уже понимают, как на них можно зарабатывать. Уже 4-й год без выходных каждый день я и моя команда ведем телеграм, чтобы вы раньше всех знали о предстоящем росте или падении рынка. Там мое личное мнение, новости без спама, а также полезная информация, на которой можно зарабатывать. Поэтому, если давно искали такой канал, обязательно подпишитесь. Если говорить прямо, то война США и Ирана сейчас не заканчивается. Наоборот, 10 марта Пентагон заявил, что это будет самый интенсивный день ударов с начала кампании. По данным американских военных, за первые 10 дней США нанесли удары более чем по 5000 целям и вывели из строя более 50 иранских кораблей. То есть Америка реально пытается быстро дожать Иран. Но проблема в том, что быстро и дешевая такая история уже не выглядит. По оценкам фирмы CSIS, первые 10 часов войны обошлись США примерно в 3,7 миллиардов долларов, или почти $900 миллионов в день.
а только на боеприпасы за первые двое суток, по данным Вашингтон-Пост, ушло 5,6 миллиардов долларов. И дело тут не только в деньгах. США сейчас тратят не просто миллиарды долларов, а еще очень дорогие ракеты, высокоточные боеприпасы и системы ПВО, которые им нужны не только против Ирана, но и на других направлениях. И вот здесь самое важное. Главный страх Трампа не просто затяжная война сама по себе. Главный страх в том, что эта война ударит по его главной политической картинке. А вся его модель была очень простой. Жизнь в Америке должна быть дешевле, бензин должен быть дешевле, товары должны быть доступней, а финансовые рынки должны расти. Любая большая война на Ближнем Востоке ломает эту схему, потому что сразу толкает вверх нефть, бензин, инфляцию и создает панику на рынках. И это уже видно. 67% американцев ждут дальнейшего роста цен на бензин, а удары по Ирану поддерживают только 29%. И все это на фоне выборов в Конгресс в ноябре. Поэтому Трампу не нужна долгая война, ему нужна короткая, жесткая и понятная история, которую можно продать избирателю. Логика у него простая. Быстро ударить, показать силу, сказать, что угроза устранена, и не дать конфликту превратиться во второй Ирак. Ему нужна не бесконечная война, а быстрая победная картинка. Именно поэтому Белый дом сейчас думает не только о военной части, но и о том, как сбить цены на нефть. Речь может идти о резервах и о срочных мерах, и даже о смягчении некоторых ограничений, лишь бы не допустить нового энергетического шока внутри США. Отсюда и понятно, почему Трамп так упорно повторяет, что война скоро закончится. Это сигнал сразу всем – рынкам, нефтетрейдерам, избирателям и своей партии. Мол, чтобы все не думали, что этот конфликт будет долгим. И рынки на это реально реагируют. После его слов нефть упала с максимального уровня $119 в район 88-92 доллара за баррель. То есть Трамп сейчас пытается давить не только на Иран, но и на сам рынок, чтобы сбить страх и убрать главную проблему в виде роста цен на нефть. Пока нефть падает, его стратегия выглядит рабочей. Но если нефть снова резко пойдет вверх, то значит рынок уже не будет верить в быстрый финал. Но проблема для Трампа в том, что Иран играет совсем другую игру. Глава МИД Ирана уже прямо сказал, что после всего произошедшего новые переговоры США не рассматриваются. А это ломает сценарий быстрого дипломатического выхода. Более того, в Иране усиливается жесткая силовая линия. И это означает, что Вашингтон может получить не партнера для сделки, а еще более жесткого оппонента. Поэтому вывод здесь очень простой. Трампу не нужна большая долгая война. Ему нужна быстрая победа без тяжелых последствий для экономики. Он хочет быстро показать результат, объявить победу и сбить панику по нефти до того, как это все ударит по бензину, рейтингам и выборам. Но ставка у него очень рискованная. Трамп хочет закончить все быстро, а Иран уже показывает, что на быстрый выход из этого конфликта он идти пока не собирается. Но чуть позже я озвучу реальный исход этой истории. А что касается нефти, то как только Трамп начал продавливать тезис, что война может закончиться быстрее, нефть резко пошла вниз, а вот в это время акции биткоин наоборот пошли вверх. Также здесь сыграл фактор G7. Да, они еще не приняли решение о немедленном выпуске стратегических резервов, но по сути они уже готовят почву именно к этому сценарию. Министры G7, которые занимаются энергетикой, уже просчитали возможные варианты, а французский министр прямо сказал, что все готовы стабилизировать рынок и должны быть готовы действовать в любой момент. Поэтому спойлер здесь такой: если нефть снова резко развернется вверх и рынок снова начнет закладывать долгую блокаду Ормузского пролива, то G7 с очень высокой вероятностью воспользуется своими запасами. То есть четкого решения пока еще нет, но готовность его привести в действие уже есть. Но, друзья, заметьте, нефть пошла вниз до военных уровней даже без вскрытия резервов G7, а по сути только на заявлениях Трампа. Следовательно, рынки больше верят в быстрое завершение этого конфликта. И это привело к тому, что буквально за день на фондовый рынок США вернулось более 2 триллионов долларов, и похожая ситуация произошла на крипторынке, потому что биткоин изо всех сил пытается зафиксироваться выше уровня 70 тысяч. И мы видим четкую противоположную корреляцию. Как только нефть падает, биткоин растет, а как только нефть растет, то биткоин наоборот падает. И это особенно видно после последней новости о том, что американская разведка обнаружила возможное минирование Ормузского пролива. Это вызвало локальный скачок нефти, и биткоин в это время немного просел. И кстати, по этому сценарию я со всеми участниками нашей подписки Coin22 Pro торгую уже более недели. И вот, например, одна из последних сделок по XRP. Мы открыли лонг до роста его цены и падения нефти, за счет чего заработали. И по такому же принципу мы фиксировали профит на биткоине, эфире и других монетах. Такой простой формат работы позволяет вам не тратить время на анализ рынка, а четко открывать сделки по нужным уровням. Обучение для новичков у нас есть, сопровождение на всех этапах есть, и поддержка 24/7 также есть. Подписка Pro — это сервис моей команды, над развитием которого я работаю уже более 3 лет. И за это время мы перепробовали далеко не 10 стратегий, и поверьте, точно знаем, как можно зарабатывать на торговле. Поэтому пока рынок движется, это позволяет нам ежедневно забирать свой плюс. И все, кто желает зарабатывать вместе с нами, обучаться анализу рынка и использовать прибыльные торговые стратегии, переходите по ссылке в описании, напишите нам и становитесь участниками Pro уже сегодня. А я, друзья, тем временем возвращаюсь к видео.
Что ж, если подвести итоги касательно вопроса окончания этой войны, как по мне, он очевиден. США не просто сильнее Ирана в военном плане. Разрыв в технологиях между этими двумя странами просто огромный. Американская разведка и спутниковые технологии позволяют за считанные часы находить нужных людей и ликвидировать их с помощью высокоточных ракет дальнего расстояния. Так было с Хаминеи, его последователем и, вероятно, произойдет с его сыном, которого недавно назначили. Да, текучка кадров у них там очень большая. Проще говоря, у иранского режима реально нет шансов. В первые 10 дней США вынесли все, а Ирану не удалось сбить ни один самолет. Тут вопрос только в том, как именно поставить точку без наземной операции и полного захвата власти. Ведь, как мы разобрали, Иран пока идти на переговоры не собирается. На самом деле, в современных конфликтах победа далеко не всегда означает оккупацию страны или смену власти. Чаще речь идет о достижении конкретных военных и политических целей. США уже нанесли серию масштабных ударов по военной инфраструктуре Ирана, а именно по базам, складам ракет, системам ПВО и военным заводам. По факту большая часть этих объектов уничтожена. Трамп уже может заявить, что у Ирана нет возможности угрожать союзникам США. Но если после военного давления Иран снизит активность своих союзных группировок на Ближнем Востоке или согласится на переговоры, это также может быть подано как результат силы США. Именно поэтому для объявления победы Трампу не обязательно проводить наземную операцию. Достаточно просто заявить, что ключевые цели операции уже достигнуты. Единственное, над чем придется поработать, это Ормудский пролив. Ведь без восстановления движения танкеров Трамп не сможет объявить победу и вручить себе медальку. Тут чуть посложнее, но все же решаемо. И вариантов два. Первый, опять-таки, силовой, то есть в ближайшую неделю могут начать операцию по уничтожению всех потенциальных точек Ирана в радиусе пролива, и плюс к этому могут вести сопровождение танкеров. Да, это будет очень дорого, но тем не менее. А второй вариант более дипломатический, как любит Трамп, в виде санкций, то есть давление через союзников и санкции, когда Ирану становится экономически невыгодно продолжать блокаду. Ведь из пролива также выходит иранская нефть, 80% из которой идет в Китай. А если этот поток заблокирован, страдают все страны Ближнего Востока, включая сам Иран. Следовательно, мои ожидания остаются прежними. С каждым днем военный потенциал Ирана активно падает, и финансовые проблемы с продажей нефти растут. И впереди, конечно же, только капитуляция. И Трамп на это может выделить от 3 до 4 недель, чтобы выйти и более конкретно объявить о победе и сказать, какие цели были выполнены. Ведь Трамп просто не может позволить себе затягивать всю эту историю, потому что это бьет по его программе, в которой делается ставка на дешевые цены, и, конечно же, впереди выборы в Конгресс, о чем я подробно говорил в прошлых роликах. Нефть уже падает, и это даже без вскрытия резервов G7, и тут прослеживается та самая цепочка. Нефть идет вниз, угрозы роста инфляции также снижаются, а вот фондовый рынок и крипта наоборот растут на фоне таких новостей. И теперь давайте конкретно, положительно ли это для биткоина? Конечно же да. А стоит ли его покупать? Также да. Но послушайте внимательно. Я неоднократно вам говорил, что покупать на страхе и панике это лучший вариант, что подтверждает статистика, которую я выкладывал у себя в Telegram. Тем не менее, нужно понимать специфику крипты и повышенный риск этого рынка, за счет чего просто купить на одном уровне на все деньги – это не самый лучший вариант. В данном случае, дабы сделать ваши инвестиции менее рискованными, а также более эффективными, это очень важно, нужно использовать постепенное накопление, о чем я говорю постоянно. Я уже разбирал, что сейчас моя стратегия заключается в том, чтобы провести максимальное накопление в диапазоне не выше уровня 80 тысяч, чтобы сохранить потенциал движения не менее чем на 100% в этом цикле. То есть моя промежуточная цель по биткоину – это уровень 180 тысяч. Но если говорить о вероятности повторного движения уровня 60 тысяч, то она, конечно же, есть. Но еще раз, друзья, я не рассматриваю эту вероятность как основу стратегии. То есть моя цель не ждать уровней, а по возможности покупать сейчас. Поэтому меня не пугают просадки до уровня 60 тысяч или даже до диапазона 50, потому что я знаю, что в этих диапазонах смогу купить, тем самым хорошо усреднить. И поэтому, если вы холдер, такая стратегия для вас подойдет идеально. Но что же насчет теханализа и важных уровней? Сейчас ключевая метрика биткоина для ближайших 2 недель – это себестоимость краткосрочных холдеров, и она находится около 70 тысяч. Именно поэтому зона 68 и 71,5 тысяч считается главным диапазоном распределения и сопротивления. Ниже находится основная зона спроса и накопления в области 60 и 69 тысяч. Если на этой неделе биткоин уверенно закрепится выше уровня 71,5 тысяч, то рынок может начать проталкивать цену к уровню 74 тысячи и даже 75, где по данным Glassnode находится сильный опционный магнит, потому что на страйке 75 тысяч находится около 2,3 миллиарда долларов отрицательной гаммы. Из них примерно 1,8 миллиардов долларов приходится на экспирацию 27 марта. Поэтому возможно, что за счет давления опционов цена биткоина будет более активно подтягиваться вверх. Но на первый взгляд кажется, что рынок начинает выглядеть сильнее, потому что биткоин поднимается выше уровня 70 тысяч, начинается небольшое восстановление, объемы выросли и активизировались покупатели. И многие даже начинают думать, что коррекция закончилась. Но лично я с такими выводами не спешу. Во многом рост биткоина был связан не только с обычным спросом, но и с ликвидациями коротких позиций. После комментариев Трампа по поводу конфликта с Ираном, рынок получил эмоциональный импульс, и на этом фоне шортистов начало выбивать. А когда происходит
происходит крупная ликвидация шортов, то цена биткоина еще сильнее идет вверх. Но давайте посмотрим на ликвидность. Выше текущей цены в зоне примерно 70-72 тысячи ликвидность не такая уж и большая. Это означает, что рынок может довольно легко протолкнуть цену еще немного вверх. Более того, если начнется новый вынос шортов, то биткоин вполне может дотянуться до диапазона 74 и 75 тысяч. Там находится уже более крупный кластер коротких позиций. И рынок очень любит двигаться к таким зонам ликвидности, чтобы забрать чужие стопы, а также ликвидации. Но если посмотреть вниз, то в районе 64 и 68 тысяч лежит более крупный кластер ликвидности. По сути, это та зона, которая для рынка даже более привлекательна, чем движение вверх. Именно поэтому сценарий, при котором биткоин сначала немного вырастет, обновит локальный максимум, выбьет шорты сверху, а потом снова развернется вниз, сейчас очень даже логичный. Говоря простым языком, рынок сначала может показать свою силу и создать видимость того, что движение развернулось вверх и заманить толпу в лонги, а потом пойти обратно вниз, как раз таки туда, где лежит более жирная ликвидность. И в таком случае диапазон около уровня 66 тысяч – это ключевая поддержка. Но также есть и позитивные моменты. Например, RSI начал восстанавливаться, а это значит, что импульс у биткоина стал лучше, чем был в начале марта. Спотовые объемы заметно выросли, то есть на рынке стало больше реальных сделок, а также сохраняется небольшой приток в ETF. Кроме того, на крупных биржах фиксируется чистая покупка, а это уже сигнал того, что спрос есть. Но даже при всем этом локально я бы оставался аккуратным, потому что сильный спрос и притоки в ETF не отменяют того факта, что рынок по-прежнему любит сначала собрать ликвидность сверху, а потом сходить вниз за более крупной ликвидностью. Поэтому мой базовый сценарий на ближайшие 2 недели выглядит так. Биткоин еще может показать рост до диапазона 74-75 тысяч, но после этого я все еще допускаю откат цены вниз, ниже уровня 65 тысяч, где и находится ключевая поддержка. То есть биткоин находится в диапазоне, и данный диапазон я использую для торговли, отталкиваясь от поддержки, а также сопротивления. Но также важно понимать, что в ближайшее время на рынок очень сильно будут влиять события, связанные с Ираном, а также нефть. Ведь, например, на фоне последней новости о том, что американские военные заметили минирование Ормузского пролива, нефть ушла вверх, а биткоин вниз. И поэтому, друзья, чтобы первыми знать о таких новостях и о том, как они влияют на рынок, подписывайтесь на мой телеграм. Там все публикуется быстро, там я всегда на связи и делюсь с вами важной информацией. Также поддерживайте видео лайком. Все вопросы, которые вам сегодня были непонятны, пишите в комментариях, я постараюсь ответить, и увидимся в следующем видео. Вам, друзья, желаю удачи, до скорых встреч.